Доброго времени суток! С вами Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим сырную лепешку. Она получится вкусной и очень сытной. Часто ем ее вместо хлеба, а иногда даже могу заменить полноценный прием пищи. Ведь в ней, по сравнению с обычной лепешкой на пшеничной муке, много белка при умеренном количестве жиров и углеводов. И уж лучше при невозможности съесть полноценный завтрак или обед, я съем пол такой лепешки и останусь сытой минимум часов на 5, чем буду голодать или есть какую-то высокоуглеводную выпечку из магазина. Все делается очень просто. Понадобится 5-10 минут на приготовление плюс время на выпечку. Ну, в общем, вы меня поняли. Начинаем. Сразу же поставим разогреваться духовку до 180 градусов Цельсия. Теперь займемся приготовлением теста. К муке добавим разрыхлитель и соль. Перемешаем до однородности. Вместо рисовой муки можете использовать цельнозерновую пшеничную. Но тогда лепешка выйдет более темного цвета и более грубой структуры. И получится не такой вкусной, но тоже очень даже ничего. Натрем сыр на средней терке. В миску вобьем 2 яйца. Выловим 1 желток и пока уберем его в сторону. Далее добавим в миску творог. И пробьем массу блендером до однородности. У меня крупинки творога очень крупные, поэтому пробиваю особенно тщательно, примерно до вот такого состояния. Теперь высыпаю муку. Перемешиваю тесто сначала лопаткой, а затем замешиваю руками до однородного состояния. Тесто достаточно влажное и липнет к рукам, но больше муки добавлять не будем, чтобы получить более полезный вариант лепешки. Теперь берем силиконовый или тефлоновый коврик, выкладываем на него тесто, приминаем и придаем форму круга. По возможности подравниваем края для красоты. Удобнее всего это делать влажными руками. Диаметр моей лепешки около 24 см. Перекладываем коврик с лепешкой на противень. Распределяем по лепешке натертый сыр. Отложенный желток смешаем с молоком. Можно и без молока, но тогда желток будет сложнее распределить по лепешке. Затем при помощи силиконовой кисточки тщательно смазываю верхушку этой смесью желтка с молоком. Отправляем лепешку в разогретую до 180 градусов духовку до готовности в среднем на 20-30 минут. У меня прошло 25 минут. Достаю лепешку из духовки. Сегодня она получилась у меня вот такого нежного цвета. В прошлый раз держала лепешку в духовке подольше и смазывала ее только желтком без молока. И тогда получился вот такой более зажаристый и золотистый вариант. Это очень вкусно и так чудесно пахнет сыром. Надеюсь, вам тоже понравится рецепт такой лепешки. Если это так, пишите комментарий, делитесь видео с друзьями, ставьте отметки «Нравится» и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До новых вкусных рецептов!